Привет, друзья! Этот проект, какой-то такой внеочередной проект, это расчистка потолка в квартире, только расчистка. На этапе создания договоренностей я сказал собственнику квартиры, что смотрите, это будет аварийно, но у него есть какой-то свой логический ход. Говорит, я хочу, чтобы вы расчистили потолок полностью, а потом, возможно, дальше я буду принимать какие-то решения. Но я хочу увидеть это в расчищенном состоянии. Наша работа здесь заключается только в расчистке. Сложности, которые здесь были уже, поскольку мы большую часть расчистили, у нас здесь был новый ремонт. Новый, это значит после 90-х. По моим прикидкам, этот ремонт сделали специально перед продажей этой квартиры, поскольку следов каких-то там трещин, их не было. То есть, может, за год сделали. Причем сделали ремонт в кухне и в прихожей, то есть места общего пользования, что в принципе довольно-таки странно для коммунальных квартир, а эта квартира, скорее всего, была как бы коммунальной квартирой. Давайте посмотрим, чего есть здесь. Итак, сама квартира, что собой представляет? Туда уходит у нас коридорчик, здесь вот мы видим крайняя комната, одна комната, комната вторая, здесь была печка, вот. Печку убрали до нынешнего собственника. То есть нынешнему собственнику квартиры печка уже не досталась. Здесь были просто кирпичи. Кирпичи во время демонтажа убрали. Так, комнат получается 3. Первая, вторая, третья. Угу. И кухня. Кухня. Мне кажется, что этот карниз, вот этот вот карнизик для кухни слишком богатый карниз. Ой, не знаю, была ли здесь кухня изначально, непонятно. Это слишком как бы богаческая тема, вот такие вот карнизы сложные для кухни. Но здесь есть стояк. Кстати, да, в этой квартире нет ванной вообще. Изначально, когда мы сюда пришли, только смотреть эти потолки, здесь стояла душевая кабина. Возможно, эта квартира была без ванны изначально. Поскольку сюда проходов не видно, там следующая квартира, здесь проходов нет, и там дальше проходов нет. Слева туалет. Вот здесь. Вот такой вот. Вот как. Туда проходов нет тоже. Точно нет. То есть эта квартира изначально была спроектирована без ванной. Возможно, подразумевалось, что люди будут мыться в бане, например. Ладно. Здесь расчистили. Здесь расчистили. Расчистили коридор. Расчистили большую комнату. На кухне были следы нового ремонта. Прям нового-нового. Даже ни одной трещинки не было. Возможно, это делалось прямо перед продажей квартиры. Поскольку вот чего. Тут какая-то жесть. То есть это, представьте, все было как-то в милу, наверное. Все вот так вот было непрезентабельным. Наверное, теоретически заделали предварительные собственники. Или кто там заделали. Здесь был такой ремонт. Залеплено все штукатуркой. Здесь тоже было так же. Мы расчистили. Выглядит теперь вот так. И вот так. Готовая, да? Да. Снимаю я в темное время суток. И снимаю я сейчас потому, что я не знаю, удастся ли мне еще сюда попасть. Саша приходит, делает что-то. Но не знаю. Ладно, хоть как-то поснимаю. Расчищенная комната. Еще одна. Сейчас свет поставлю поближе. Опа. Очень крутой карниз. Очень крутой. Смотрите, какое количество архитектурных обломов на нем. О да. Вот такой он. Был страшно замелованный, очень много мела. Розетка тоже замелована. Чуть позже я вставлю кадры, то, что снимала Саша здесь, когда производила работы в той или иной комнате. Ну, что-то можно будет еще увидеть. Но в данный момент так показывать, чего есть. Вот такая прекрасная розетка. Она немного пятнистая. Возможно, она была чутка недогрунтована. Как бы либо олифа, которую грунтовали, была не слишком горячая, поскольку очень легко убирался вот этот желтоватый слой местами. Вот такая розетка. Классная розеточка. Углы очень красивые. Вот такой угол. Прям геометрия. Классно. Вот там угла нет, да, потому что там как бы такая часть как бы как трапеции. Там прихожка находится, да. И вот еще один угол. Так, сейчас пойдем в следующую комнату, которую мы еще не трогали. Вот в эту. Сейчас свет туда подтащу. Света мало, ну хоть что-то будет видно, наверное. Здесь мел и водоэмульсионная краска. Вот такая большая была протечка какая-то. Непонятно почему-то вот. Мы еще не дошли сюда.
Ну, где-то здесь мел и краска присутствует. Тоже сложный карниз. Довольно-таки сложный. Вот так выглядит. Вот он. И вот так еще можно посмотреть. Угу. Комнатку не трогали еще. И сейчас пойдем еще в одну комнату. Только надо будет убрать вот этот мигающий свет. Он сейчас не мигает, кстати. Или будет мигать? Будет или не будет? Пока не мигает. Ага, странно. На этом этапе к нам присоединилась Ксения. Ксения, здравствуйте. Привет, Ксения. Ха-ха, Ксения. Как она к нам присоединилась? Как вы там попали? Я через YouTube канал. Ксения... Совершенно случайно. Угу, и все замигало. Ксения к нам попала очень интересным путем. Многие скажут, а что так можно было? Да, так можно было. Она написала просто в комментарии к нашему ролику: я хочу с вами работать. Я реставратор, я умею делать то же самое, я хочу поработать с вами. Ладно, мы списались, обменялись номерами телефонов, и оказалось, что в один и тот же момент времени мы работаем в одном доме, в одной парадной. Реально, так бывает. То есть, и когда мы с Сашей переговаривались по этому поводу, я говорю, ну там написала Ксения, оказывается, она работает с нами в одном доме. Саша говорит, это что, это случайность или Божье провидение? Я думаю, это провидение реально. Ну, как бы, это такая случайность, которая не может быть случайной. Тысячи домов, десятки тысяч парадных, и мы списываемся с человеком, да, созваниваемся, и оказывается, что мы работаем в одном доме вообще, в одной парадной. Совершенно случайно встретились у лифта. Да, вот. Вот так. Так что, ну, так бывает. Так бывает. Это круто, это реально круто. Классно. Ну вот давайте вернемся от личностей к объектам. К объектам. Вот, чё. Так, что у вас тут? Рассказывайте. Что у вас тут? Можем про розетку добавить. На самом деле слой олифы, он был хороший, розетка очень крепкая, но со временем он, видимо, ослаб и просто отвалился. Я не верю в это. Я верю. Хлопьями сошел, ну Ксения чистила. Я Она верю. прям очень легко. А я верю в то, что это было недогрунтовано, что это была холодная олифа, и она ложилась Может слоем. быть. Но факт в том, что этот слой желтый, вот какой все привыкли видеть, он хлопьями отлетел. Отдельным. Отдельным, Был да. отдельным. Или Да, стал отдельным. да. Вот, это по розетке. А так, все хорошо. Да, у нас тут зеленая У нас всё водоэмульсионная краска, под ней мел, потолочек. Не везде. Здесь почистили мел. Ага, чистили здесь мел. Да, тут Кое-кто. траву делали. Вот. Ага. Ну, мы убрали люстра тут была, да. Вот так выглядит не расчищенная, вот так гадко, вот так вот замыленная, вот так расчищенная. Это хорошая иллюстрация, как это работает, как расчищается, да. Ну-ка, я сейчас дальше двину. Вот так, какая разница. Все читается, все видно, все хорошо. И вот так замылено, да? Да, вот так. Тут, правда, сбили валик, товарищи. Там дальше есть валик с той стороны снизу. А он и здесь где-то есть. Вот он. Ага. Здесь он побитый есть. Да. Ставили гипсокартон, и, видимо, нижний валик им не понравился. Так. Ну, он местами Помешался. есть, местами нет. Но тут вот был гипсокартон, да, им не понравился. И они сбили. Вот так вот идет. Ну, стандартно ощущается. Ну, как бы, не знаю чего. Чистится? Чистится оно или не чистится? Чистится. Чистится, говорят, чистится. Правда, всего одна розеточка нам досталась вкусная, и то не всем. Я не притронулся к ней. Все сами почистили. Ну, пойди потрогай. Сами почистили всю мою розетку одну. Так, чего еще? А, я рано ушел оттуда. Рано ушел, девчуль, ушел рано. Так вот, у меня есть 3 интересных момента в этой квартире. Я хочу вам их показать. Первый момент. Расположение досок. Под 45 градусов. Доски на этой стене почему-то расположены под 45 градусов. Я смотрел туда внутрь. А ну-ка, дайте. Не плакайте. Может быть, что-то будет видно. Короче, с той стороны, там доски идут вот так. Противоход. Здесь пустота сантиметров 20, наверное. Просто пустота. Там осталась дранка. Где она? Здесь, видимо, им не мешало пройти гипсокартоном. Здесь осталась дранка, и под ней тоже
Ну, что, как правильно назвать это? Войлок, не войлок, пакля, не пакля. Скорее всего, какой-то прототип войлока. Вот такая штучка. Вот. Мягкая. Для звукоизоляции, скорее всего. Но эта вся стена сделана вот так. И у меня существует вопрос. Кто знает, инженера существуют, тут знаете, почему так сделано? Я вот не встречался с таким ранее. Интересно, почему так? Кто знает, напишите, пожалуйста. Почему так может быть? То есть на той стене, вот там доски идут прямо в прихожей. Вот так доски. Здесь почему-то вот так. И пустота. Хитрый ход, да. Момент номер 2 и момент номер 3 находятся в коридоре. Что мне понравилось? Очень понравилось. Смотрите, как сделан вот этот вот... Как это? Ризолит, это не ризолит, не знаю. Ну, вот этот выступ, где находится туалет. Вот. Дранка оборачивает. Дранка повернута. Очень красиво, очень классно. То есть доски, они не выстроены квадратно-гнездовым. Нет. Вот поворотик существует. Хотя штукатурка сверху, там ровный угол. А вот здесь такой вот проворот. Это прикольно. Это было сложнее, чем сделать ровно. Почему-то сделали именно так. Посчитали, наверное, что так будет крепче. Видите? Какой заворотик существует. Мне нравится, определенно. Очень интересный ход. И теперь момент номер 3. Вот этот карниз в коридоре. Этот карниз в коридоре. Саша, сколько ты говорила? Один слой был? Да, один слой мела. Один слой мела. Это дом 1905 года. 115 лет. Один слой мела здесь продержался. И поэтому мы на этом карнизе можем очень хорошо и классно наблюдать так называемые отмазки. Кончается карниз. Последняя полка карниза. И за ним хорошо видно, вот желтая такая полоса, 30-40 миллиметров. Это отмазка. То есть это будущий маяк на потолок. Изначально тянули сам карниз. Дранка здесь была, дранка была вот там. Сначала вытянули карниз с этими отмазками так называемыми. Вот она, желтенькая. За карнизом она находится 30 мм 40 туда и 30 мм 40 вниз. И потом по этим маякам уже штукатурили, собственно, плоскости. Очень хорошо здесь видно. И снизу то же самое. Снизу также. То есть это маяки. Маяки на потолок и маяки на стену. Вытянули карниз и дальше штукатурили потолок и стены. Собственно, так они делали везде, эти ребята, которые тогда производили эти работы. Так, одна из интересностей это крайняя комната, получается, самая дальняя от прихожей. Мы вот здесь снимали, показывали, да, вот как чистим. Так, такой момент. Диагональные доски у меня справа, я стою возле окна, вот здесь. И слева как бы стена, где доски стоят вертикально. Вот они, вертикальные доски. Смотрите, какое интересное наблюдение я отсюда вижу с высоты своего роста на подмостях. Здесь карниз сломался несколько раз. Ну, происходила усадка вот здесь по центру чуть-чуть. И вот хорошо видно, как здесь карниз ломался. Да? Надеюсь, понятно и видно. Очень надеюсь. Вот. Вот так он выглядит. Здесь доски вертикально, а здесь доски идут под углом. Вообще нет. То есть вообще чуть-чуть я вижу там где-то маленький-маленький прогиб, но в целом ничего. Одна вот трещина, и все, дальше трещин нет. Трещин больше нет. То есть он как стоял вот на этих вот досках карниз, так и стоит. Вот так-то. Хотя движение вот это, просадочное, оно и там где-то дальше проявлялось. А камера не увидит. Там тоже есть прогиб. Вот там. Там тоже он виден. Здесь не прогнулось. Видимо, из-за такого положения досок. Вот как-то так. Такое вот наблюдение. Вот. Еще один момент. Везде, 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 везде хочу отметить работу демонтажников. Насколько я понимаю, руководил демонтажными работами здесь Дмитрий Хромов. Дмитрий занимается демонтажом в старом фонде и стяжками, полом в старом фонде. Кто не в курсе, ссылка на его канал будет в описании. И я знаю, что многие люди параллельно смотрят его канал и наш канал. Так что вот. Но факт остается фактом. Очень грамотно
поступили с карнизом демонтажники. Оставили где-то около 10 сантиметров под карнизом. Не стали срезать прям ровно в карниз, а оставили немножко, чтобы можно было потом либо штукатуром подойти снизу и подогнуть чуть-чуть сверху маяки к существующей, к старой стене, да? Либо кто-то, возможно, здесь собственники захотят в дальнейшем что-то еще делать с карнизами. Потом реставраторы смогут убрать ненужное им, либо еще что-то. Но нет зарезки, прямой зарезки в карниз. Так делать не очень-то хорошо. Прям резать под самый карниз. Вот так делать правильно и хорошо. Большое спасибо, товарищи демонтажники. Супер, отлично. Спасибо, спасибо. Замечательно. Вот, розетка, о чем говорили, пятнистость такая. Ну, я так думаю, может, 115 лет, кто его знает, что там вообще здесь происходило. Да, и еще один момент, связанный с Ксенией. Друзья, если кто-то хочет вдруг с нами поработать, вы это самое, не стесняйтесь, вы можете написать на почту, почту я оставлю в описании к этому видеоролику. Чтобы прочитать описание, если кто вдруг не знает, ткните с телефона в название видеоролика, вам откроется описание. Я их пишу постоянно. Если хотите с нами поработать, пожалуйста, пишите, будем как-то... Мы рады новым знакомствам вообще. Или не рады? Когда как? Когда как? Рады скорее. Да, так можно. Можно написать и можно общаться. Да, да. Может даже не обращаться. Что? Вообще человек, который не знает, что есть описание к ролику, может даже не обращаться. Ну, в принципе, да. Нам таких не надо. Нам надо умненьких и опытных. Кстати, без опыта, пожалуйста, нас не беспокойте. Вот. Ну, или беспокойте, но не с целью поработать с нами. Мы не хотим учить других людей делать. Да нет, это просто. Да. Нам нужны опытные, маломальски опытные люди, которые понимают те виды работ, в которых мы задействованы. Мы здесь снимали какие-то там кусками, какими-то обрывками, какие-то видео. Сейчас вставлю, чтобы была какая-то полнота картины, чего здесь вообще происходило, ну, скажем так, на этих потолках. Сегодня без камеры поснимаю с руки, с телефона. Начала вскрывать карниз на кухне. Вот, можно увидеть, он такой весь гладко замыленный, весь нежно-мятного цвета. Вот. Это довольно свежий ремонт. А что с ним сделали на самом деле? Вот тут видно наслоение, столетнее наслоение мела, который не захотелось удалять, и его заштукатурили. Ну, там, как обычно, там ротман, там чем-то, неважно. Вот, а поверху зашпаклевали. То есть рисунок вообще утонул. Я не ожидала, что рисунок будет настолько четкий и интересный. Та же история с потолком. Да, и забыла упомянуть, на падугу и на потолок была наклеена сетка. Вот такая. Вот. Ну и здесь, ну, можно здесь посмотреть. Вот он, слой штукатурки отходит. Так легко он отходит, потому что там было много мела. Вот. Но не везде. Это, конечно, добавляет, очень сильно добавляет работы. То есть, чтобы счистить мел, нужно счистить слой штукатурки, шпаклевки. Ну и показываю, что получилось. Сейчас фокус настроим. Вот смотрите, форма оригинального карниза. Какой он аккуратный, четкий, сложный, с большим количеством полочек, поднутрений. Падуга в плачевном состоянии, но это кухня, тут можно было ожидать. Вот, и снизу под газовой трубой можно наблюдать тоже полочка, валик. Еще раз хочу обратить внимание, этот карниз добросовестно, возможно, каждый год белился. Таких слоев мела я лично не видела еще никогда. А вот здесь очень хорошо видно. Вот здесь миллиметров 7 толщины, то есть он практически полностью был забит. Даже те очертания, какие были у карниза,
уже не напоминали его оригинал. Так, из всех помещений у нас 2 под ремонтом. И есть такое предположение, что вот прихожая и вот это помещение, которое служит кухней, но я сомневаюсь, что здесь исторически была кухня. Есть такое предположение, что это делалось специально для продажи. Вот попытка расчистить. Здесь сетка 2х2, предположительно на LR+. Везде дальше по всем комнатам мел, да. Кое-где вот водоэмульсионка на мелу. Вот здесь вот так вот это выглядит. То есть предполагается это так оставить. Не знаю, как это останется в таком виде, но мы выполняем функцию, нам надо почистить, и мы чистим. И у нас получается где-то так. Что чистим? Пойдем посмотрим, что чистим. Так, здесь была везде сетка, они потрудились, даже в падугу сетку клеили, но тут девчули все сорвали уже, всю сетку. А ну-ка. Нет, вот, Ксюша, попроси. Да, а вот Ксюша. скажите сетку нам. Есть там сетка? Нет. А, они в угол не Нет, поклеили. стоп. Сейчас. Опа. Я вот вижу, здесь чуть-чуть есть. А ну-ка. Вот. А, ну вот. Вот так снимается сетка, предположительно это LR+. Вот так вот снимается. Она как-то поверх шпаклевки наклеена, такое ощущение, что... Кое-как, да. Да. И везде тут штукатурка, ребята штукатурили, ребята наштукатурили, вот так. Пойдем посмотрим сбоку, как это выглядит. А не забудь про очень тонкий Да. слой мелочи. Короче, вот это почищено. Вот не почищено полностью. Где? Все заштукатурено. Вот здесь заштукатурено одной такой большой, вот так вот заштукатурено. Тут вот так вот рукой замазано, не знаю как. И вот здесь то же самое было. Становится это вот таким. То есть здесь явно читается начало падуги, полка, углубление и еще раз на стену. То есть вот таких 2 желобка, скажем, да? Вот они есть. А вот так было. Наслоение мела, наслоение странных красок, зеленая краска, где-то коричневая краска. В общем, все. Здесь все. Здесь абсолютно все. И здесь, да, вот то же самое сверху. Здесь выбито, к сожалению, не видно. Вот такой профиль. Вот реальный профиль. Здесь желобок, гусек. И вот здесь маленький желобок еще. И полвалика. Вот так реально выглядит. Ну и путем каких-то нечеловеческих усилий мы вздираем эту штукатурку. Слава богу, что они не тронули мелы, вот эти краски, которые были. И мы это все снимаем, вот послойно, не знаю, ленточная послойная расчистка, миллиард слоев, зеленая краска, мел, под ним еще краска. И где-то там проглядывает вот такой потолок. Усилия, конечно, серьезные прилагаются для этих дел. В некоторых местах слой мела и вообще всех накрасов достигает 5-7 миллиметров. Я с таким не сталкивалась. То есть это помимо штукатурки и шпаклевки. О, да. Тут ребята пытались как-то что-то сохранить, оставить. Ну, то есть не избили. Самое главное, что это не удалили. Это же можно было в любой момент демонтировать и сделать тут что-то. Но они этого не сделали. Ну и слава богу. Откроем миру теперь вот это вот что-то. Привет, друзья! Мы начинаем расчистку розетки, меловой розетки, простой, классной, веселой розеточки. Вот такая розетка, вся как будто бы ватой залеплена, много-много мела на ней. Вот такая, как снежинка. Кстати, уже выпал снег. Ну, был снег. Только посмотрите, какой она была, полностью залепленной. И теперь какой тончайший рисунок здесь получается. Смотрите, вот эти листочки. Очень-очень тонкая лепка. Смотрите, такой четкий рисунок, практически не травмирован. Очень легко сходит мел.
Вот такая прелесть получилась. Смотрите еще раз, какая она вся четкая, гладкая, красивая. Очень мало потерь, только трещины и выпавшая подмазка. Листочки, виноградик, завиточки. Все красивое, четкое. Бусики. Одна бусинка была потеряна. Даже не от расчистки, а просто ее не было. Ну и сейчас покажу вам свое рабочее место на сегодня. Я сама так решила. Я сильная женщина. Я это выдержу. Внимание. Вот он. Нужно расчистить санузел. И вот с этой стремяночки, которая ни хрена не раскладывается, над унитазом. Унитаз я снимать не буду, я просто, да его и не снять. Ну, короче, я попробую, честно. Посмотрим, что из этого выйдет. Вот такой потолочек с протечкой. С огромной трещиной. Вообще вид у него, конечно, очень неприглядный. Вот еще трещина. Даже не знаю, как это снять, я не помещаюсь. Почистила небольшой кусочек потолка, падуги, полочки. Вот здесь тоже довольно большой слой мела. На месте протечки мел так немножко подзалип. Вот раскрытая трещина. Ну, что я могу сказать? Потолок, конечно, близкий к аварийному. Вот тут часть шатается. Вот, смотрите, сколько мела. Вот уголок. И пошел. Прям. Ну, в углу, конечно, больше всего. Не так много, как на кухне, но все же есть что ковырнуть. Вот так она чистится. Вот она. Тут из-под полочки можно. Тут. О, красота. Ну и, собственно, вот здесь видно, тут была протечка. Где-то мел сходит охотнее, где-то надо приложить усилия. На потолке наслоение, прям они так раз, два, три, четыре, пять, 150. Ну вот такой потолок получился. Трещины остаются, мы с ними пока ничего не делаем. Вот. Почистили, подшкурили. Остатки мела щеткой смели. Все, я уползаю отсюда. Ну вот начинаю чистить коридорчик. Он у нас узенький, маленький. Буду делать его со стремянки. Специально выбрала время, чтобы никого практически на объекте не было, только наши. Вот у нас еще продолжается расчистка большой комнаты. Привет! Вот. А я залезла в этот темный коридорчик, чтобы как-то немножко ускориться, ну и чтобы было побольше всего сделано. Да, тут вообще один слой. Очень мало побелки. Видимо, на коридорчик как-то сразу забили. Побелки на него пожалели. Так, этот потолок готов. И мы приступили к оставшемуся единственному. Избегаю слов последний, крайний, не знаю, какая степень тут у наших зрителей вот отношение к этому слову. Короче, нам остался один потолок. Вот. Небольшая комнатка, маленькая, а потолочек. Вот что-то такое синее, зеленое какое-то. Вот какое-то такое покрытие. Там мел точно, здесь какое-то странное покрытие. И вот здесь вот видно пятна протечек. Вот они. Да, и вот здесь, как бы, как обычно, каждый раз мы встречаемся с чем-то новым. Сейчас новое — это какая-то корочка чего-то, какого-то покрытия, которое очень трудно снимается. Я покажешь. Ты покажешь. Я покажу. Вот, смотрите, какая она. Она очень плотная. Она не царапается, ее надо только как-то хитро поддевать. Здесь тоже она. Вот. Здесь ее как бы нет. Вот, нету. А тут она есть.
Не знаю, что это такое. Может быть, купорос с мелом смешанный, может еще какое-то покрытие, может быть, горячей олифой прошлись по мелу, потому что под ней есть мел. Вот видно, наверное. Вот это слой мела. Да, это мел. Вот. И справа тут нормально, вот начали. Начали здесь работать, да, справа вот чисто мел. Вот мел. Все просто, все понятно, да? Вот, здесь мел. Угу. А вот здесь, где вот это вот такое какое-то темное, это не смоченное. Смоченное вот там. Вот там смочено. Весь карниз смочен. Но это не смоченное, это сухое. И здесь какое-то что-то. Может, не знаю. Какое-то как будто с песчинками. Может быть, поделка какая-то такая вот синька и еще с чем-то. Да, весело нам тут. Вот на карнизе как идет. Вот. Вот эта корочка тоже. Коричневатая. Ага. Не очень-то она идет. Да. Даже очень неплохо там держится. В общем, что, какой ход? Будем по чуть-чуть откалывать ее. Ну да. Размачивать немножко, чтобы водичка попала, ну стандартно, да? И надеяться, что она сделает свою работу. Отторгнет нам вот эту вот корочку непонятную. Держится она там знатно. Чем-то покрыли по мелу сверху, и теперь оно так плотно. Может олифа, может купорос. Ну, купорос был бы зеленый. Может, железным купоросом. Нет, железный не дает пленку. Да, как и думали. Сдирается корочка, конечно, это чуть-чуть разрушается. Вот ребра местами очень крепко держатся. Но там, где держится вообще, где нет под ней мела, ну, ее бессмысленно трогать. Там, где есть мел, она сходит. То есть смочили еще раз, и она пошла. Да, нормально. В общем, да. Чего? А с этой стороны не так все просто. Хотелось бы, чтобы было все просто, но нет. Здесь у нас алебастер. О, алебастровые залежи. Копии. Или что? Ой, тут темно вообще. Света мало. А, это алебастер, все. А, подержишь мне свет? Ага, спасибо. Вот он, вот этот вот товарищ. Вот он. Вот он. Эть. И вот он. Эть. Опа. О. Зачем-то им понравилось, вот на тяге они не полезли, а вот здесь они все перемазали вообще. Вот это все темное, это алебастер. Цикли попробовать. Он идет. Почему он идет? Но не очень-то. Там, где мела нет под ним, сложно. Вот трещины замазывали, видно. Вот он тоже. Вот, хорошо видно его. Вот он. Эть. Эть. И вот он тоже сидит. О. Эть, эть, эть. Да. Перемазывали алебастром, чем могли. Ну, не знаю, насколько это все туда тянется, в ту сторону. Ну, вот тоже на трещине. Снизу на тяге тоже он. Ну-ка. Да, все то же самое. Ну да. Все перемазано алебастром с этой стороны. А тут еще... А, вот этот красный наш дружок, да? Бетон-контакт. Слава богу, он на мелу. Вот. Тоже алебастр на мелу. Там полочка снизу. Вот эта полочка? Я в курсе. Я вижу, что она там есть. И вот она тут еще есть. И вот мы закончили расчистку в нашей завершающей комнате. Ну что, друзья, завершаем нашу работу на данном объекте. Ладно, потом вытру.